Условно, в настоящее время на Земле существует 5 рас. Из них первая представляет собой потомков различных коренных рас Земли, и еще есть 4 искусственных расы, созданные обитателями Марса, йотунами, в скандинавской транскрипции, цивилизация Йоту или Йети в тибетской транскрипции. Йотуны – пришельцы из других звездных систем. Это часть, отколовшаяся от могущественной межзвездной империи, колонизировавшей множество солнц. В Солнечной системе йотуны обитали первоначально на Фаэтоне. После того, как эта планета была уничтожена в ходе внутренних войн между колонией и метрополией, они перебазировались на Марс. Более 100 тысяч лет назад йотуны приступили к колонизации Земли. Осуществляли они это силами искусственно созданных поселенцев. На момент начала колонизации на Земле обитали потомки нескольких коренных рас. После большого катаклизма цивилизация лемурийцев, коренных землян, погибла. После того, как цивилизация, развившаяся до уровня межзвездных перемещений, погибла, на планете существовали поселения аборигенов, находящихся на уровне каменного века. Помимо коренного населения, по-видимому, было несколько колоний существ, негуманоидов, прибывших из других звездных систем. Наиболее известны Омо, амфибии, прибывшие из звездной системы Сириуса. Между аборигенами, находящимися на низшей ступени технологического развития, и колонистами, имевшими высокие технологии и корабли межзвездного класса, происходило некое взаимодействие, породившее впоследствии культ поклонения существам, обитающим в морях и океанах, культ Дагона. Затевая процесс колонизации Земли, вызванный нуждой марсианской колонии в некоторых веществах, в том числе в неком особом химическом элементе, назовем его условно элементом В, неизвестным современной науке, йотуны вынуждены были соблюдать ряд правил. Эти правила, установленные Галактической Федерацией силы порядка, запрещали применять технологическое оружие по отношению к народам, стоящим на примитивном уровне развития. В соответствии с этими правилами сторону агрессора могли атаковать силы Федерации, аналог полиции или сил ООН, с помощью оружия по технологическому уровню, аналогичного оружию, использованному стороной-агрессором. Для йотунов это обернулось бы полным разгромом колонии на Марсе. Поэтому они создали гуманоидную расу, используя гены коренных земных рас и добавив собственные гены. Первая искусственная раса называется дверги, низкорослые, смуглые, брюнеты, физически сильные, широкоплечие, рост от 70 до 140 сантиметров, подземные жители, шахтеры, изначально созданы как первая каста. Раса включает в себя несколько семей, родов, имеющих особые специализации. Главная и наибольшая по численности семья, род – это работники, первая каста – рудокопы, вторая семья – ремесленники, мастера, в основном ювелиры, кузнецы, оружейники, вторая каста, третья семья – воины, стражники, третья каста, четвертая семья – маги, четвертая каста. Она включает в себя 3 группы рода – боевые маги, целители, волшебники. В основе деления семей лежат генетические специализации. Магия этой расы связана с руническим алфавитом, руны двергов имеют квадратное начертание, языком двергов, фонетически похож на немецкий, базируется на энергии кристаллов. В ходе ряда войн с аборигенами Земли дверги ушли в глубокие подземелья, где существуют до настоящего времени. Сеть тоннелей проходит под всей поверхностью Земли. На самой поверхности остались мегалитические сооружения, имеющие одну особенность – двери, рассчитанные на существа очень маленького роста. В запасниках отдельных музеев есть скелеты двергов, которые никогда не экспонируются. После того, как двергам не удалось захватить планету, йотуны создали вторую искусственную расу – альвов. У двергов было примитивное, но высококачественное оружие – мечи и секиры, а также наконечники для стрел. Последние были изготовлены из высококачественных металлических сплавов, как и кольчуги. Боевые маги двергов использовали заряды статического электричества, а целители умели заживлять тяжелые раны. Однако в большинстве своем, не будучи воинами, дверги предпочитали с людьми договариваться и откупаться. В итоге они были вытеснены с поверхности, а все их крепости захвачены. С учетом этого опыта йотуны создали альвов в качестве боевых биологических машин. Альвы были оборотнями, способными трансформироваться в опасных кровожадных хищников, аналогичных тем, которые существовали на планете.
Помимо основного гуманоидного облика, альвы могли трансформироваться в боевую форму «волк», защитную форму «русалка» и форму для длительного выживания в подполье – кровососущий вампир, способный к длительному сну. Так же, как и дверги, альвы включают в себя генетически модифицированные семьи магов. Кроме того, альвы сразу разделились на сухопутных, темных и морских, светлых. Маги альвов также делятся на 3 группы – боевых, магов, целителей и волшебников. В основе магии альвов лежит рунический алфавит. Начертание рун альвов похоже на ветки растений и использование энергии живых организмов, растений и животных. Язык альвов фонетически ближе к итальянскому. Несмотря на сильные боевые стороны расы альвов, им также не удалось захватить планету. В итоге ряд войн светлые альвы оказались вытесненными в океан. Темные альвы, лесные, спрятались в озерах, прудах и реках. Испытав неудачу со второй расой, йотуны, остро нуждавшиеся в элементе врил, предприняли 3-ю попытку. На этот раз они создали расу инженеров и изобретателей, способных самостоятельно строить различные военные машины и аппараты. Эта раса получила название асуров, асов в скандинавской мифологии. Генетически они были близки к лемурийцам, поэтому для любых наблюдателей, согласно законам Галактической Федерации, имели прав на планету не меньше, чем коренные расы Земли. Изначально йотуны создали для асуров базу на Луне, находящуюся в недосягаемости лемурийских колдунов. Эти колонисты получили название лунных питрисов, так как лунный город назывался Петрой, что-то типа каменный город. Далее, когда у асуров сформировалась своя культура, довольно примитивная по отношению к цивилизации йотунов, но соизмеримая с лемурийцами, йотуны помогли им создать Асгард, несокрушимую твердыню, расположенную высоко в горах, окруженную высокими стенами. Асгард был неприступен для лемурийцев. Асы создали собственную магическую традицию, базирующуюся на культе Луны, база или прародина на Луне. Магия защищала Асгард от лемурийцев. От йотунов асуры не получили никакого оружия и вынуждены были сами заботиться о своей безопасности. Колония на Земле увеличивалась, и параллельно Асгарду появилось еще несколько поселений. Асуры наладили связи со своими естественными союзниками, двергами, подземная цивилизация, и альвами, подводная цивилизация. От двергов асуры получили солнечные камни, источники энергии, кристаллы, улавливающие солнечную энергию, подобно деревьям. А альвы создали для асуров искусственную клетку, на базе которой можно было строить различные организмы. Солнечные камни помогли асурам создать райские сады среди снегов. За все подарки асуры рассчитывали со своими союзниками едой. Они стали активно заниматься генетикой и биотехнологиями. На базе местных культур, используя научное оборудование, полученное от йотунов, они создали культурные сорта растений и одомашнили некоторые виды местных животных. Таким образом возникла биоцивилизация атлантов. Вначале асуры стремились избегать конфликтов с лемурийцами, наращивали численность популяции и разрабатывали собственные технологии, которые не были связаны напрямую с йотунами, что было важно. Количество городов асуров росло, но они по-прежнему были неприступны для лемурийцев, поскольку находились в холодных районах на вершинах гор, а также были связаны с равниной, подземными тоннелями, прорытыми двергами. С помощью солнечных кристаллов эти города обогревались, и там создавались тропические сады, в которых круглый год выращивались фрукты и овощи, над которыми трудились генетики. В садах паслись необычные животные, также созданные асурами. Этот подготовительный период занял несколько тысяч лет. Отсюда возник следующий порядок. На вершине горы стоит неприступный город атлантов Шамбала. В горе и подземельях подземная страна двергов Агарати. Слово «Шамбала» имеет корень «шам», родственный со словами «шаман» и «шем», обозначение магов 4-й касты. Баала или Бааль обозначает то же, что и Ваал, великий или величайший, то есть превосходную степень. Отсюда Бааль-Шем, в еврейской традиции величайшие маги. Мирная ситуация никак не устраивала йотунов, которые нуждались не в процветающей колонии асуров, а в захвате планеты. Поэтому значительную часть населения йотуны изгоняли из райских садов и отправляли создавать поселения на равнинах. Колонисты поддерживали связь с метрополией и получали оттуда значительную помощь. Одним из важных изобретений в то время были арбалет и производная от него целый ряд боевых машин.
Основной стратегией асуров была постройка фортов, хорошо укрепленных поселений, которые понемногу выдавливали лемурийцев. Те постоянно осаждали форты асуров и несли значительные потери. Асуры научились строить защитные периметры, а также создали целый класс боевых животных, типа грифонов и мантикор. В результате такой политики вытеснения через некоторое время асуры начали доминировать на планете. Лемурийцы потеряли контроль над территориями и оказались практически запертыми в резервациях. Цивилизация асуров продолжала самостоятельное развитие и примерно за 20 тысяч лет достигла своего расцвета. В период максимального развития у атлантов были живые дома, живая одежда и живые звездолеты. В технологическом развитии атланты в значительной степени обогнали своих создателей йотунов. У атлантов возникла собственная культура, они ощущали себя землянами, хозяевами планеты. В итоге это привело к войне 67 тысяч лет назад. Военные действия длились минуты. Йотуны первые нанесли удар лучевым оружием с орбитальных спутников. Маги атлантов заблокировали экипажи и систему управления спутниками йотунов, вывели на орбиты этих спутников облака метеоритов. В итоге йотунам удалось нанести только один удар. Он вызвал следующий процесс. Первое. В ионосфере Земли возникли кольцевые токи. Второе. Ток возник в слое магмы Земли, являющейся второй обмоткой трансформатора. Токи в магме вызвали волну магмы высотой около 3 километров. Двигающаяся с высокой скоростью волна магмы переворачивала материковые платформы. Закипели океаны. Цивилизация Земли погибла в течение нескольких часов. После катастрофы уцелело несколько высокогорных городов атлантов. Постепенно уцелевшие люди заселили равнины. Возникла следующая расстановка сил. Равнины заселены варварами, дикарями, утратившими культуру. Высоко в горах находились запретные города богов, в которых жили асуры, сохранившие культуру. Руководили уцелевшими колониями маги. Погибшие маги Атлантиды рождались в семьях варваров. Асуры создали подвижные кочующие группы агентов, цыган, задачей которых было похищение таких особых детей и доставка их в запретные города. Цыган обучали прикладной магии, с помощью специальных технологий развивали у них особые способности. Цыгане принадлежат к одной из магических семей асуров. После войны и гибели цивилизации атлантов йотуны решили создать новую расу. Это раса ваны в скандинавской мифологии. Самоназвание Арии, возможно, дети бога войны Ария или Ариса. Они должны были победить асуров, асов и захватить планету. Чтобы ваны не вышли из-под контроля, их вождям, князьям, был встроен ген абсолютного подчинения – ванский геном. Этот ген работал так. Существовал особый напиток – сома-деви, пиво, изготовленное из травы сома, эдельвейс, заговоренное колдунами Эрили с помощью рун пива. Под его действием этот ген активизировался, и у людей формировалась алкогольная зависимость. В сложных ситуациях, которые должен был решать князь-конунг, у него возникал стресс, из которого он не мог выйти обычным путем, так как в его организме не синтезировались алкалоиды, вещества, участвующие в цепочках торможения центральной нервной системы. Под действием сома-деви возникал канал связи с Марсом, священный транс, забирающий избыток энергии ЦНС. Получив указание от йотунов, князь приходит в себя с готовым решением, отдохнувший и полный сил. После того, как появился спирт и его начали употреблять вместо сомы, люди, имеющие ванский геном, стали уходить в запои, стремление к входу в транс. Соответственно, возникала белая горячка, включение в пустой информационный канал. Настройка на канал связи с йотунами происходит при использовании сома-деви, но только для тех, кто обладает ванским геномом. При наличии генома, но с другим веществом, или при наличии сома-деви, но без генома, ничего не получается. Раса ванов была создана только для захвата планеты, причем не у варваров, находящихся на уровне каменного века, а у асуров, имевших высокие технологии. Поэтому ваны сразу же получили технологическое оружие. Они представляли собой расу агрессивных воинов, детей бога войны. В ее состав входили семьи магов, в основном боевых. В основе магии ванов лежит рунический алфавит, построенный на базе использования канала Марса. Ваны, созданные на Марсе, имеют зацепление за сознание этой планеты, верхнее подключение.
а тело людей этой расы связано с геномом Земли, нижнее подключение. Таким образом, Сахасрара чакра ваннов подключена к Марсу, а Муладхара чакра связана с Землей. Таким образом, серебряная нить ваннов представляет собой канал связи с Марсом. Рунический алфавит ваннов, футарк, лежащий в основе их магии, использует энергию серебряной нити. Отсюда следует, что эти руны бесполезны для людей, не имеющих особого генома ванского. Этот геном изначально имели семьи лордов и магов, подобно тому, как египтяне использовали два алфавита – магический, связанный с иероглифами, и фонетический для коммуникаций. Ваны также имели магический алфавит, руны футарка, и фонетический алфавит для коммуникаций, санскрит, связанный с аналогичным языком. Тип ариев соответствует скандинавам, славянам и германцам. В процессе распространения этой расы по планете они разделились на южных, использующих санскрит, и северных, использующих руны. Эта раса имеет семью князей или лордов, которые генетически созданы как лидеры, королевские дома. Существует разделение на ярлов, боевых лидеров, военачальников, и территориальных владык князей или канунгов. Слово «ваны» обозначает что-то вроде современных десантников. Высадка ванов с космических кораблей «Виман» была произведена внезапно и завершилась полным разгромом асуров. Уцелели 3 базы, расположенные высоко в горах и имевшие защитное силовое поле. Все поселения на равнинах и большинство горных городов были уничтожены внезапной атакой с воздуха. Защитные периметры асуров, предназначенные для отражения атак варваров, на этот раз ничем не помогли. Овладев планетой, ваны построили горные цитадели частично на месте городов асуров. Из этих цитаделей они контролировали равнину и обитавших там варваров. Основное свое предназначение – захват планеты. Ваны выполнили. Теперь нужно было наладить добычу полезных ископаемых.